В этом видео я покажу 39 достопримечательностей Руана, расскажу, как бюджетно добраться до этого старинного города, а также где можно недорого перекусить. Вы получите удобные маршруты и увидите секретные локации с очень красивыми и необычными зданиями, до которых не все туристы доходят по незнанию. Также я покажу, в какие музеи Руана можно попасть бесплатно, что можно посмотреть в Руане за один день, и, конечно же, вы увидите самые красивые и величественные соборы, которые славятся на всю Францию, и узнаете много исторических фактов и почему этот город так привлекает туристов. Руан является исторической столицей Нормандии и считается жемчужиной Северной Франции и самым готическим и древним ее городом. Здесь сохранилось более 2000 фахверковых домов с их старинными фасадами, многим из которых более 500 лет. Также именно в этом городе казнили Жанну д'Арк. Позже я покажу то место, где ее сожгли. И, конечно же, вы увидите величественный собор Руанской Богоматери, где находится сердце великого короля-рыцаря Ричарда Львиное Сердце. До Руана можно добраться из Парижа как на поезде в районе 25 евро, так и на автобусе, при этом существенно дешевле в пределах 8 евро. Автобус идет около 2 часов. На карте я обозначила остановку, где у автобуса конечная в Руане. С нее и начнется прогулка и знакомство с этим старинным городом Франции. Приезжая сюда на автобусе, он останавливается на левом берегу Сены, тогда как все достопримечательности Руана находятся на правом берегу реки. Поэтому, чтобы дойти до центра старого города, нужно перейти Корнельский мост, и минут через 10 вы дойдете до первой достопримечательности Руана – церкви Сен-Маклу, построенной в готическом стиле. Она поражает своей уникальной архитектурой и количеством деталей. К тому же церковь расположена на площади, окруженной очень симпатичными и яркими фахверковыми домами, которыми без конца хочется любоваться. Кстати, сюда лучше идти через улицу Мальпалю. Это узкая улочка, с двух сторон также окружена разноцветными фахверковыми зданиями. В принципе, в Руане вы их будете встречать чуть ли не на каждом углу, но любители фахверка оценят каждую подобную улицу по достоинству. Если обойти церковь Сен-Маклу с правой стороны, то вы дойдете до еще одного примечательного места, где сосредоточено немало исторических артефактов. Это бывший склеп, построенный в XIV веке. Чтобы сюда попасть, нужно свернуть налево и зайти в проход, небольшой переулок. Кстати, у входа имеется QR-код, который вас направит на сайт с более подробной информацией об этом месте и его истории. Оно классифицируется как исторический памятник. В средние века здесь было кладбище, потом школа, а сейчас временная выставка керамики и предметов искусства. Здесь вы увидите украшения на стенах двора и мумифицированного кота в стеклянном окне. Внутри также имеется ресторан. Рядом возле данной локации находится улица Дамьет, где также сосредоточено большое количество разнообразных фахверковых домов и антикварных магазинов. Эта улица является местом сбора коллекционеров и любителей старины со всей Франции. Ну а далее можно направиться к главной достопримечательности – Руанскому собору. По пути вы будете проходить музей Жанны д'Арк, где интерактивный формат захватывает в центр событий с ней связанных. Цена входного билета составляет 12 евро. Немного пройдя музей, вы дойдете до одного из входов в Руанский собор. Здесь, во внутреннем дворике, можно рассмотреть детали его неповторимой архитектуры. Ну а после продолжить осмотр внутри. Вход в собор, кстати, бесплатный. Он открыт каждый день с 9 утра и до 12:00 дня и с 14:00 до 18:00 вечера. Находясь внутри, понимаешь его величие. Это самый высокий собор во Франции, а до XIX века он считался самым высоким зданием в мире. Высота его шпиля составляет 151 метр. К сожалению, в июле 2024 года шпиль загорелся и был поврежден. Внутри Руанского собора находятся уникальные витражи XIII века, гробницы бывших герцогов Нормандии, а также саркофаг с сердцем английского короля Ричарда I, известного как Ричард Львиное Сердце. Нотр-Дам-де-Руан получил большую популярность также благодаря 30 картинам, написанным французским живописцем Клодом Моне. По данному собору можно гулять довольно долго, поскольку каждый уголок имеет свои интересные детали, которые хочется рассматривать, чего только стоят необыкновенные витражи.
поэтому закладывайте на это место определенное время. Осмотрев собор внутри, можно выйти через его главный вход и уже насладиться зрелищем снаружи. Украшенный многочисленными скульптурами, он является шедевром средневекового искусства, и не просто так его называют символом Руана. Он действительно производит огромное впечатление. Его довольно сложно сфотографировать целиком из-за больших размеров. Кстати, на фасаде собора установлены солнечные часы XIV века. По вечерам можно увидеть подсветку и световое шоу, которое здесь часто устраивают летом. А во время Рождества на Соборной площади организовывают рождественскую ярмарку. Здесь же расположено одно интересное здание, внесенное в список исторических памятников. Больше всего привлекают его необычные фасады, датируемые 1509 годом. Ну а затем можно продолжить путь вдоль главной пешеходной улицы Больших часов – Гранд-Хорлож, где вы встретите не только симпатичные фахверковые здания, а также астрономические часы, которые являются визитной карточкой Руана и считаются самыми старыми во Франции. Они имеют всего лишь одну стрелку и, кстати, были вторыми появившимися в мире часами. На башне эти часы оказались в 1389 году. Они показывают не только время, но и фазы Луны, дни недели и знаки зодиака. В честь них и назвали данную улицу, которая ведет от кафедрального собора к площади, на которой сожгли на костре Жанну д'Арк. Недалеко от часов вы обнаружите популярную кондитерскую, где можно купить знаменитые шоколадные конфеты «Слезы Жанны д'Арк». Это жареный миндаль в карамели и шоколаде. После пробы не могу сказать, что не сильно особенные по вкусу. У нас в магазинах продается нечто похожее, только в несколько раз дешевле. Поэтому тут уже вам решать, тратится ли на подобный сувенир. Если повернуть направо и выйти на следующую улицу, параллельную Большим часам, вы увидите не менее красивое и знаменитое здание бывшего парламента – Дворец правосудия. Его архитектура поражает и заслуживает отдельного внимания. Правда, лицезреть его вы сможете только через ограждение, но это не мешает насладиться его красотой. Оно было очень повреждено во время Второй мировой войны и хорошо отреставрировано после. Далее можно вернуться к улице Больших часов и выйти на перпендикулярную ей улицу Виконт, где вы снова увидите разноцветные фахверковые здания. Что примечательно, их строили из-за дефицита камня в регионе, поэтому использовали дерево, и при помощи этих деревянных балок собирали каркас, а щели заполняли смесью из глины и соломы. И если присмотреться к отдельным зданиям, можно увидеть выступающие верхние этажи, и это неспроста. Таким образом удавалось защитить от дождя нижний этаж, на котором и держалась вся постройка. Однако в 1520 году от подобного строения отказались, чтобы не сужать и без того узкие улицы. Гуляя по улице Виконт, если свернуть направо, вы обнаружите старинный особняк XVI века, напоминающий замок. Смотрится очень эффектно, особенно если рассматривать его детали. Ныне здесь находится отель. Возле него расположена церковь Элуа 1580 года постройки. Кстати, отель Бург-де-Рульт расположен на площади Пюссель. Если не идти осматривать церковь Элуа, то можно выйти сразу к церкви Жанны д'Арк. Пройдя церковь Элуа и повернув направо, вы попадете на главную ресторанную улицу Вью-Пале с большим количеством разнообразных кафе и ресторанов. Данная улица выведет вас к старой рыночной площади Вью-Марше. Именно здесь в 1431 году была заживо сожжена Жанна д'Арк, которая была признана вероотступницей. Ей было всего 19 лет. Сейчас на этом месте стоит крест и церковь в ее честь, которая имеет необычную форму и уникальна как снаружи, так и внутри. Архитектор хотел изобразить сочетание форм огня, на котором ее сожгли, и перевернутый корабль викингов. Вход в церковь бесплатный. На площади, кстати, вы снова увидите множество интересных фахверковых домов. Здесь получаются довольно красочные фотографии. Следующей достопримечательностью будет 4 уникальных фахверковых домов, которая очень необычно выглядит. Они расположены на улице Бонс-Анфан.
Недалеко от них находятся 3 бесплатных музея. Первым является музей керамики, который работает каждый день, кроме вторника, с 14:00 до 17:00. Всего 3 часа, так что учитывайте этот момент, если есть желание его посетить. Следующий музей – это музей изящных искусств, где можно познакомиться с коллекцией произведения искусства от 15 века и до наших дней. Часы его работы каждый день, кроме вторника, с 10:00 утра до 18:00 вечера. Замыкает тройку последний бесплатный музей железных изделий, который работает каждый день, кроме вторника, с 14:00 до 18:00. Неподалеку от музеев находится башня Жанны д'Арк, единственная сохранившаяся часть замка Руана. Здесь когда-то проходило одно судебное заседание над Жанной, где ей грозили пытками. Однако содержали ее в другой башне, которая была разрушена во время Второй мировой войны. При башне есть бесплатный музей, но он больше посвящен не Жанне д'Арк, а периоду, во время которого башня была немецким бункером. Далее можно направиться к еще одной интересной достопримечательности, которая расположена на площади Ружмар. Это очень красивое и необычное здание в средневековом стиле с интересной архитектурой. Ныне здесь находится гостиница, и хоть оно выглядит под старину, дата его постройки 19 век. Но взор туристов оно определенно привлекает, в особенности если рассматривать детали и элементы декора фасада. Пройдя дом, вы окажетесь на площади генерала де Голля, в центре которой находится памятник Наполеону, а также мэрия Руана и старинная готическая церковь Сент-Уан с огромным органом и 80 витражами и росписями. Она открыта каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Вход бесплатный. Аббатство Сент-Уан было основано еще в 553 году, а нынешнее здание церкви начали возводить в 1318 году и закончили аж в 1537. Данную церковь часто сравнивают с Руанским собором по размерам и красоте. Также говорят, что именно в этой церкви самые красивые витражи, поэтому ее лучше осматривать последней. На территории имеется городской парк, где можно отдохнуть и приятно провести свободное время. И, кстати, у входа в парк находится точная копия одного из 2 рунных камней Йеллинга, находящихся в Дании. Недалеко от церкви и камня расположена еще одна симпатичная площадь лейтенанта Обера. Здесь сосредоточено немало фахверковых зданий вокруг, главным среди которых является здание 17 века, чей фасад украшен статуями богов Олимпа. Если продолжить путь дальше, вы дойдете до Национального музея образования, который демонстрирует развитие французского образования с XVI века и до наших дней. Вход бесплатный. Здание было построено еще в 17-18 веках и имеет очень привлекательный и необычный вид. Следуя далее, можно увидеть очередную симпатичную церковь Сен-Вивьен. Как вы видите, в Руане сосредоточено немалое количество разнообразных готических соборов, помимо фахверковых зданий, поэтому, прогуливаясь улицами, вы в любом случае встретите какие-то из них. Пройдя церковь, можно дойти до фонтана с очередной площадью, после чего прогуляться по улице Рабек или улице Канала. Здесь когда-то был судоходный канал, как в Амстердаме или Венеции. Сейчас же вдоль домов бежит мелкий ручей. В свое время в этих зданиях была ткацкая фабрика. Ну и завершающими достопримечательностями Руана будут рынок Сен-Марк и одноименная площадь. На рынке вы найдете огромное разнообразие от фермерских продуктов до антиквариата. Здесь же можно перекусить. Что же касается еды и кафе в Руане, в среднем обед или ужин обойдется в районе 10-25 евро. На карте я обозначила список заведений, где можно перекусить. На официальных сайтах вы найдете меню некоторых из них и сможете ознакомиться с ценами. Кстати, общественные туалеты есть практически на каждой из крупных площадей в Руане, и на Соборной, и на Рыночной, и в районе площади Сен-Марк. Если говорить про сувениры, в Руане обычно покупают либо сидр, поскольку Нормандия является родиной этого яблочного алкогольного напитка, и сыр камамбер по этим же причинам.
Конечно же, дешевле всего будет покупать подобные продукты в супермаркетах, поскольку на том же рынке стоимость сыра на порядок выше, чем в магазинах. Правда, выбор зато хороший. В следующем видео я сделаю короткий обзор цен на товары в супермаркетах Руана. На этом и закончилась прогулка и знакомство с этим замечательным городом. К слову говоря, фахверковых домов мне показалось здесь намного больше, чем в Страсбурге и Кальмаре. Поэтому любителям данной архитектуры советую посетить этот город. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий обзор о покупках в Руане и достопримечательностей острова Мон-Сен-Мишеле.